Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши лайки, комментарии, за ваши подписки, за ваше участие в жизни канала. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы давно-давно работали, но и с новым узорчиком. Итак, смотрите, новички, кто еще не работал с такими ниточками, называются они Нако Мохер Деликат. Так, идем дальше. По составу получается здесь 5% мохера, 10% это шерсти и 85% премиального акрила. Смотрите, получается здесь в моточке находится 100 грамм и в 100 граммах находится 500 метров. И нам советуют производители брать крючок номер 4. Вот. Но дело в том, что я уже данную пряжу вязала, и я вязала крючком номер 3, но как бы для моей плотности вязания, для моих узорчиков крючок номер 3 подходит. Вы в свою очередь берете пряжу, которая у вас есть, не только такую, которую показываю я. Самое главное, подберите правильно крючок. Все узорчики универсальные, поэтому берите и зимнюю, и демисезонную, и летнюю пряжу. Правильно, самое главное, подберите крючок. Так, если кому цвет понравился, покажу, пока не забыла. Цвет, смотрите, номер 214. Очень нежный, красивый голубой цвет. На камеру передается так, как он есть на самом деле. Ну что, свяжем? Итак, я к сегодняшнему узорчику прикладываю схемку. Смотрите, схемка какая есть. Я потому вам и говорю, что не всегда прикладываю схемки, потому что они не всегда хорошего качества. Ну, разберетесь, вяжите. Не разберетесь, смотрим, повторяем за руками, и у вас все получится. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 20 петелек. Но я, получается, наберу, как по схемке, не 20 петелек, да, а, так скажем, раппорт и еще половина раппорта. Ну, в общем, итого будет 35 воздушных петелек. Вы, в свою очередь, набираете столько, сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. Вначале нас идет петелька фиксации, и при наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 35 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35. Вот, мой будущий образец. Далее, для новичков, как у многих узорчиков, я рекомендую им сделать столбики с накидом, вспомогательный ряд, чтобы не запутаться в воздушных петельках. В столбиках мы точно не запутаемся. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В пятую петельку вводим крючок, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид. В следующую по порядку, получается, петельку цепочки вводим крючок и точно так же провязываем столбик с накидом. И вот мы так с вами должны пройти полностью весь ряд и провязать столбики с накидом. Это несложно, немножко медленно, потому что первый столбик набирается всегда медленнее, чем остальные. В этом нет ничего страшного. Самое главное, считайте количество столбиков, по итогу которого у вас получится. Должно получиться столбиков ровно столько, сколько вы набирали петелек в цепочку. То есть, если я набирала 35 воздушных петелек, я провяжу, получается, 35 столбиков с накидом. У вас может быть ваше число, да? Итак, смотрите, самое главное, чтобы вот первые 3 петельки подъема, не забывайте, это тоже имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда, я знаю, что у вас получится, а в конце ряда встретимся. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот провязали наши столбики, подготовились, так скажем, да? И теперь приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь по узорчику мы должны провязать 3 воздушные петельки. Раз, два, два, три. Получается у нас здесь уже 6 воздушных петелек. Дальше, смотрите, вот мы пропускаем 2 столбика. Раз, два, в третий нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки вместе. Оп, это столбик наш без накида.
Дальше смотрите внимательно. Делаем накид. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3 в 4. Нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке, не провязываем. Накид, еще раз сюда же верхушку этого же столбика нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. А вот теперь все 3 петельки провязываем вместе. Оп, получился вот такой вот лепесточек. 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. Повторяем точно такой же лепесточек. Провязываем 2 столбика с накидом. Первый столбик. Стоп, дальше не провязываем. Сюда же второй столбик с накидом. Не до конца. Оп. И все 3 петельки вместе. Вот, получился второй лепесточек. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Сюда же точно так же провязываем третий лепесточек. Первый столбик с накидом. Сюда же второй столбик с накидом. И теперь все 3 петельки вместе. Оп, 3 лепесточка. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Четвертый получается наш лепесточек. Провязываем сюда же. 1 столбик с накидом. 2 столбик с накидом. И все 3 петельки вместе. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. И сюда же провязываем последний 5-й лепесточек. 1. Точно так же 2. И все 3 петельки вместе. Вот, смотрите, у нас такой интересный веерочек получился. Вот 5 лепесточков, и между ними воздушные петельки. Дальше, смотрите, пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 нырнули, провязали столбик без накида. Угу. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. Делаем накид. В 3 столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке, не провязываем. Накид, еще раз сюда же нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке. И теперь 3 петельки вместе. Оп, 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Вот такой вот лепесточек. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика. 1, 2 и в 3 столбик без накида. Вот что у нас по итогу получается. Теперь смотрите еще раз. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика и сюда в 3 столбик провязываем такой же лепесточек. Столбик с накидом 1 не до конца. Столбик с накидом 2. И теперь все 3 петельки вместе. Оп. Видите? Вот наши 2 таких вот лепесточка. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика. 1, 2 и в 3 провязываем столбик без накида. Есть. Вот такая картина. А дальше, получается, мы будем повторять, провязывать вот наш веерочек, состоящий из 5 лепесточков. Итак, делаем накид. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Стоп. Накид. Сюда же нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Стоп. И все 3 петельки вместе. Первый лепесточек готов. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. Сюда же второй лепесточек провязываем точно так же. 2 столбика с общей верхушкой. Столбики у нас с накидом. Есть 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Сюда же третий лепесточек. 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Есть 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Сюда же 4 лепесточек. 1, 2, 3 петельки вместе. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Сюда же, получается, провязываем последний наш лепесточек. Есть. Видите? Вот. Точно такой же получился веерочек из лепесточков, как вот в самом начале ряда. И дальше мы с вами, получается, пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. 2 столбика пропускаем. И там, где 3 петельки подъема, в 3 петельку нырнули и провязали столбик
с накидом. Поняли, да, почему мы вначале делали 6 воздушных петелек? Вот те самые 3 петельки подъема, это столбик с накидом, и 3 петельки по узорчику. Как вам? Первый ряд мы с вами вместе связали. Идем дальше. Итак, делаем воздушную петельку, поворот, и сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Есть. Далее смотрите, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. И здесь будьте внимательны. Вот наш столбик без накида. Мы должны его захватить вот сзади наперед. Видите, вот так вот аккуратненько взялись, столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку аккуратненько. И смотрите, провязываем 1 петелька, 2, 2. Мы как бы поднимаем повыше наш столбик, чтобы он был длинненький, да, за счет того, что он за счет рельефности немножко вниз опустился. Дальше, смотрите, 2 воздушные петельки. Раз, два. Вот, работаем с арочками. Раз, два, три, 4. Первую, четвертую не трогаем. Начинаем со второй. Во вторую нырнули столбиком без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. В третью нырнули столбиком без накида. Сформировали вот такую вот центральную арочку. Дальше 2 воздушные петельки. Будьте внимательны. Раз, два. Смотрите, вот наш столбик без накида. Мы его провязываем точно так же рельефным лицевым столбиком с накидом. Захватили сзади наперед, столбик перед крючком, вытянули ниточку и провязываем 1 петелька, 2 петельки, 2 петельки. Видите? Рельеф придает изюминку узорчику. Когда узорчик подрастет, вы увидите. Мы с вами как бы высоту нашего ряда выравниваем. Поняли, да? Идем дальше. Теперь 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Верхушка наших столбиков. Сюда провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Там, где у нас столбик без накида, провязываем 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Раз столбик с накидом. Сюда же 2 столбика с накидом. И все 3 петельки вместе. Оп. Вот такой вот лепесточек, как вот в первом ряду. Видите? 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Там, где у нас наш лепесточек, да, 2 столбика с накидом с общей верхушкой. За верхушку провязываем столбик без накида. Видите? Мы выравниваем ряд. У нас теперь ровненький. Был волнистый. Дальше. Смотрите. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять вот наш столбик без накида перед веерочком, да. Столбик без накида и столбик без накида провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. Накид. Захватываем вот таким образом столбик. Столбик перед крючком. Вытягиваем аккуратно ниточку и провязываем 1 петелька, 2, 2, как бы удлиняем наш столбик. А вот теперь мы делаем всего лишь только 2 воздушные петельки. Помните, да? Раз, два. Первую, четвертую арочки не трогаем, работаем со второй и с третьей. Во вторую нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. В третью арочку нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик без накида. Теперь 2 воздушные петельки. Раз, два. И столбик без накида, вот этот вот, захватываем сзади наперед, вытягиваем ниточку, провязываем 1 петелька, 2, 2, рельефный лицевой столбик с накидом. Видите? И как мы заканчиваем с вами ряд. Получается 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Помните, мы здесь провязывали с вами 3 петельки подъема, потом 3 петельки по узорчику. Так вот, в третью петельку, раз, два, три, в третью петельку подъема мы провязываем столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Как вам? Ровненько, аккуратненько, красота, да? Идем далее. Теперь наша с вами задача провязать точь-в-точь, как мы провязывали с вами в первом ряду. Будем делать опять веерочки. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь по узорчику 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Смотрите, там, где у нас был рельефный столбик, так, мы беремся обычным столбиком без накида и провязываем столбик без накида. Есть. Теперь смотрите, мы с вами должны вот этой центральной арочкой работать. В нее будем провязывать наш веерочек, состоящий из лепесточков. Накид. В арочку нырнули, вытянули ниточку, столбик без накида не до конца. Раз. Накид, сюда же столбик с накидом не до конца. 2 и 3 петельки вместе. Есть. Первый лепесточек готов. 3 воздушные петельки.
Раз, два, три. Сюда же второй лепесточек. Раз, два и 3 петельки вместе. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Сюда же третий лепесточек. Раз, два и 3 петельки вместе. 3 воздушные петельки. Сейчас у нас будет какой? Четвертый лепесточек. Четвертый. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И пятый. Раз, сюда же. Два и петельки вместе. И у нас с вами вот опять веерочек. Смотрите, получается веерочек над веерочком. Видите? Все, дальше смотрите. Присоединяем наш веерочек вот к рельефному столбику и присоединяем обычным столбиком без накида. Все. Идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Провязываем лепесточки. Вот над нашим лепесточком, видите, там где был столбик без накида, провязываем еще один лепесточек. 2 столбика с накидом с одной общей верхушкой. Оп. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Вот где наш был центральный этот лепесточек, мы за верхушечку провязываем столбик без накида. Вот. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять там, где столбик без накида, ну вот есть лепесточек, да, мы над ним провязываем еще один лепесточек. Раз, два и 3 петельки вместе. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И там, где был рельефный столбик, мы провязываем обычный столбик без накида. Все, дальше вы самостоятельно вот за центральную арочку провяжете точно такой же веерочек. Угу. И я вас встречу. Договорились? Несложно, у вас получится, потому что мы уже повторяем ряд, мы так уже вязали. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали с вами еще один веерочек. Так, как мы заканчиваем ряд? Смотрите, после последнего нашего лепесточка, там, где был рельефный столбик, мы беремся за верхушечку и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И там, где был столбик без накида, мы в него провязываем столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее будем повторять второй ряд нашего узорчика. То есть все то же самое. То есть для начала делаем воздушную петельку, поворот. И сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И получается перед веерочком и после веерочка столбики без накида провязываем рельефными лицевыми столбиками с накидом. Итак, беремся вот таким вот образом за наш столбик. Столбик перед крючком. Вытягиваем аккуратненько ниточку и провязываем удлиненный, да, столбик. Вначале 1 петелька, 2, 2. Рельефный лицевой столбик с накидом. Далее, смотрите, делаем 2 всего лишь воздушные петельки. Раз, два. И работаем вот со второй и с третьей арочкой. Во вторую нырнули столбиком без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. В третью нырнули столбиком без накида. Сформировали центральную арочку. 2 воздушные петельки, не перепутайте. Накид. И вот там, где наш был столбик без накида, мы провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Все, здесь несложно. Вот такая получается у нас картина. Далее, получается, делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот где наш листик был, да, за верхушечку провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Там, где у нас был столбик без накида, будем провязывать листик. Вот так вот в шахматном порядке, да. Вот. Мы этим самым выравниваем наш ряд. Он у нас был волнистым, а становится ровненьким. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Там, где лепесточек был, будет столбик без накида. Все, опять 3 воздушные петельки. И провязываем столбик без накида. Вот этот вот. Опять рельефным лицевым столбиком с накидом. Все, понятно, да? Все, и вот до конца ряда вы уже провязывали так, вот как второй ряд. До конца ряда. Несложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали до конца ряда. Вот такая у нас получается красота. И дальше мы с вами должны повторить ряд вот там, где мы провязывали с вами веерочки. То есть мы для начала делаем 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, три.
поворот. Теперь делаем 3 воздушные петельки по узорчику. 1, 2, 3. Теперь смотрите, там был, где был рельефный столбик, да, наш, мы провязываем столбик без накида. Все. И теперь получается опять в центральную арочку мы начинаем провязывать наши столбики с накидом, формируя лепесточки. Поняли? То есть у нас получается сам по себе узорчик это 2 ряда. В начале веерочки, так, а потом вы как бы выравниваете ряд. Веерочки, выравниваете. Все. Всего лишь только 2 ряда. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Получится очень красиво. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Эта сторона у меня изнаночная, потому что с этой стороны рельефные столбики у меня изнаночные. А вот эта сторона у меня лицевая, потому что рельефные столбики, видно, да, что они выделяются немножечко. Так вот они, получается, ну, как бы подчеркивают немножко узорчик. Если вы захотите, чтобы узорчик был двусторонним, рельефные не вяжите, вяжите просто обычные столбики и все. Как вам? Вот такая вот ажурная, нежная красота. Нравится? Вязали что-либо уже данным узорчиком или еще нет? Пишите комментарии. Очень интересно получается по краешку, да, и посерединке как бы наклоняются вот такие сеточки, да, видите? Такой узорчик формирует. Ну и веерочки отлично смотрятся, согласитесь, да? Что же это будет? Это будет палантин, это будет кофточка, это будет кардиганчик, смотря из какой пряжи, да? Вы можете сделать из зимней пряжи, вы можете убрать, например, вот сеточку, да, сделать, может быть, буквально там одну, так скажем, полосочку и так далее. Либо можете вообще убрать, можете делать веерочки. Когда вы поймете принцип узорчика, вы уже можете экспериментировать, пробовать как хотите. Одноцветный получается узорчик, разноцветный ли, то есть на ваше усмотрение. Летние ниточки, демисезонные, зимние. Не забывайте, что можно поворачивать узорчики, уже появляется юбочка платья, да. То есть вот смотрите, пробуйте, какая у вас пряжа есть, что вы видите в данном узорчике. Пишите в комментариях, мы будем читать, вдохновляться. Как вам? Из моей пряжи узорчик тянется вот так и вот так. Ну, как бы чуть-чуть тянется. Из вашей может тянуться больше, может меньше. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Я, получается, набирала 35 воздушных петелек. Допустим, моя пряжа, моя плотность вязания, мой крючок, у всех все по-разному. Это у меня, смотрите, 17 сантиметров. Видите, ну 16,8, да, 17 сантиметров. А здесь, получается, провязывали, ну вот как бы каждый веерочек это 2 ряда, да, 2, 4, 6, 8, 10, 12, тут один ряд 13 и самый первый 14. То есть по самой высокой точке давайте замерим. Это у нас получается вот 13 с хвостиком сантиметров. Ну и по самой, так скажем, низкой точке это у нас получается 11 с хвостиком сантиметров. То есть разбег буквально в 2 сантиметра. Когда вы будете заканчивать изделие, например, да, вам необходимо, чтобы краешек, допустим, был ровный, то вы там, где выше, провязываете столбики без накида. А там, где ниже, столбики с накидом. Поняли? То есть у вас оно потихонечку так вот и выровняется. Если вам необходимо будет 2 ряда сделать, сделайте 2 ряда. Но обязательно там, где высоко, столбики без накида, там, где низко, столбики с накидом. Понятно? И все. И у вас, получается, веерочки здесь не вяжете, а здесь продолжаете такую же сеточку. И будет красота. Как вам? Я думаю, что в копилочку ваших узорчиков идеально подойдет. Возможно, к чему-то пригодится. Возможно, вы уже что-то вязали. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. И обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Очень много зрителей смотрят, но на канал не подписываются. А у нас будет много узорчиков впереди. Нажимайте на колокольчик, вам будет приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты. И не забывайте заходить на главной странице канала моего в плейлисты. Узорчиков уже очень много для вашего удобства. Они собраны небольшие коллекции под названием плейлистов. Нажимаете на главной странице, да, и проваливаетесь в кучку такую папочек. Получается, выбираете любую, какая вам понравится больше, и смотрите, вяжете с удовольствием. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.